Тема доклада «Культура и личность». Напоминаю о регламенте. У нас времени очень мало, много. Это делать лично замечательно. До 20 минут. Нет, а до 20. Я постараюсь. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Вы сказали, что третий будут. Нет, Там просто сориентируйтесь, когда вам показать свои телефоны. Простой проблематикой, как культура и личность. Я буду вводить некие новые понятия. Я буду стараться говорить помедленнее. Вы все прекрасно знаете о том, что сейчас, вот такое время, в котором мы живем, очень много стали говорить о культуре общественной, о культуре конфессиональной, о духовности. Много вводится таких вот понятий, но перед тем, как пойти на эту конференцию, я попытался все-таки поискать, вы знаете, теперь авторитет это Википедия. Ну, например, такое понятие, а что же такое духовность? Вот я зачитываю. Духовность в самом общем смысле совокупность проявлений духа в мире и человеке. Духовность – это совокупность качеств человеческой личности, обозначающие наличие высоконравственных, божественных принципов человека. Вот здесь, что ни слово, то стоит вопрос. А что понимает человек, который написал такое определение под божественной личностью? В нашем понимании культура – это вся генетически обусловленная информация, которая не передается в готовом виде при смене поколений. Вот пока такое определение. То есть все, что мы имеем, говорят о памятниках материальной культуры, но не говорят о памятниках духовной культуры. Хотя есть те, кто говорят, понимают под этим очень разные. Вот как развивается культура, почему культура деградирует, и что такое личностная культура, как часть общей культуры. Но культура развивается, я думаю, это всем понятно, в результате освоения интеллектуального потенциала как личности, так и общества. И деградирует тоже, если личности деградируют. Ну а вот очень интересно, что же такое религиозная культура? Или теперь еще говорят конфессиональная культура. У нас же много религий, много конфессий. Вообще, если понимать под этим постоянный диалог человека с надмирной реальностью и попросту Богом, и не воспринимать это как ритуалы, которыми любая конфессия, то определение здесь будет и понимание это будет намного сложнее. Почему? Раз реальность надмирная, и индивид с ней общается, то информация к нему приходит из надмирной реальности. И он как-то может общаться. Как? Ну вот такое понятие. Бог говорит со всеми на языке его жизненных обстоятельств. Вот вдумайтесь в это. На языке, я подчеркиваю, его жизненных обстоятельств. Поэтому опыт общения каждого с Богом неповторим. Если человек внимателен к своим жизненным обстоятельствам и способен анализировать причинно-следственные связи, тогда у него получается, что он может и увидеть некие предупреждения, которые ему даются оттуда.
лет так 15 назад я выступал на Новосибирске, читал домик колонии Пушкина и пытался донести, аудитория была 1000 человек примерно. Вот разница между верой в Бога и верой в Бога. Я видел, как зал внимательно и сосредоточенно слушал, потому что одна буква – это совершенно две разных цивилизации. И вдруг я получаю записку короткую. Владимир Михайлович, я все понял. А дальше в стихах. Путь промысла его неведом многим потому, что вера есть в него, но веры нет ему. К сожалению, автор не подписался, а у нас мифотворчество очень развито, эти стихи стали приписывать Тютчеву. Нет, это не Федор Иванович Тютчев. Это вот, я потом, когда буду говорить о таком термине, как генетическое ядро нации, это вот один из таких людей. Но что же такое все-таки духовная составляющая культуры? Мы привыкли иметь дело с материальной памятью культуры. Скульптура, музыка, литература, поэзия, архитектура, футбол, спорт, технологии. Это все материальные памятки культуры. Но они вторичны по отношению к второй составляющей культуры – духовной. А что тогда представляет собой духовная культура? Наше сознание забито такими страшными стереотипами, что я понимаю, то, что я сейчас буду говорить, будет трудно восприниматься. По крайней мере, 20 лет назад об этом просто невозможно было говорить, потому что у нас есть еще Академия наук, которая заседает. Вот, правда, мне сказали, что министр культуры пригрозился, что разгонит ее, что было бы неплохо, потому что привнесенная извне материальной памяти культуры. Так вот, у каждого человека есть биополе. И когда мы говорим о психике человека, о его интеллекте, то по сути это все составляющие биополя. Конечно, биополе руками не подрогаешь, но биополя множества людей в обществе, они формируют, по латыни от слова агрегат эгрегоры, у которого есть полевое тело, есть, то есть материя, в виде энергии, есть информация, есть алгоритмика, что очень важно понимать. И все это суммарно, с учетом еще ноосферы, вот и представляет собой духовную составляющую культуры, где в ней очень важна, конечно, алгоритмика. Вот если рассматривать эту составляющую культуры как информационно-алгоритмическую систему, то с позиции достаточно общей теории управления надо понимать, что в культуре каждого общества есть цели. Есть цели объективные, на которые направлены я отвечаю. Есть объективные цели, на которые работает алгоритмика данного эгрегора. И есть цели, которые ни в коем случае, может быть, запретны в данной культуре. Есть сама алгоритмика на достижение этих целей. Есть цели потенциальные, на которые алгоритмика не работает, и которые как бы скрыты, находятся в таком состоянии, как, пока не востребованы. Вот это называется потенциальная цель. И, соответственно, существует и некая картина мира, которая в каждом здесь преломляется везде. Мировоззрение,
нравственности. Ну а если эгрегор подпитывается энергетикой, вот биополями всех людей, но фильм «Матрица», я думаю, многие видели, понимают, о чем я говорю, то бывает так, что социум уходит из жизни, но эгрегор может еще долгое какое-то время существовать. Потому что эгрегоры бывают национальные, эгрегоры конфессиональные, эгрегоры по роду деятельности, по некоторым увлечениям. Если огромное количество людей курит, есть курительный эгрегор. Если пьют, есть пьяный эгрегор. Когда человек приобщается к наркотикам, он, независимо от него, фактически становится донором этого эгрегора. Почему так трудно бросить пить и курить? Не только потому, что вот чисто организм, потому что биополе и организм не связаны. Ну и в связи с этим, то хотелось бы поговорить, поскольку тоже теперь многие говорят о национальном характере. Как формируется национальный характер? Он формируется под воздействием вот этой эгрегориальной и духовной составляющей культуры. Но национальный характер – это не есть что-то раз и навсегда закрепленное. Это в развитии, при смене поколений, где культура играет роль гончара, а входящее в жизнь поколение – глина. И культура лепит. А что она лепит? Стереотипы поведения. Посмотрите на любой день своей жизни и обратите внимание, что многое вы делаете на основе личностных автоматизмов. Интеллект, я вот студентам даже говорю, когда читаю лекции, вы хоть бы во время лекции интеллект включали. Потому что сидит, например, как жевал до этого, так и на лекцию живет. Как баловался, как обезьянка телефоном, так и вот. А это значит, что вот я слушал выступление Виктора Алексеевича, действительно сознание едет на бессознательном, как на автопилоте. И вот этот национальный характер, еще раз повторяю, это не есть что-то раз и навсегда установлено. Это тоже некий процесс, в процессе формируется при смене поколений, куда каждый вот в эту духовную составляющую что-то вкладывает. Но это только часть, вот то, что я сказал, национального характера. Есть куда более важная часть. То есть у людей есть, конечно, жизненные потребности. Питание, развлечения, но они основы жизненного несмысла. И вот когда потребности выходят за пределы обыденных потребностей, то вступает в роль идеи. И вот эти идеи, они являются присущи тому или иному национальному характеру. Я на лекции студента спрашиваю, скажите, вот смысл жизни на Западе отличается от смысла жизни на Востоке? Мне все дружно говорят, да. А чем? Как вы можете сформулировать смысл жизни? Для себя когда-то я сформулировал, что Россия держится на трёх столпах. Это язык, идея справедливости и Пушкин. Я вот только что вернулся из поездки по пушкинским местам, в Кишиневе, в Одессе, и увидел то, о чем я хотел выступать здесь на конференции. Люди, живущие совершенно далеко от центра, и, между прочим, такое необыкновенное, бережное отношение к наследию Пушкина. Просто меня это потрясло. Там они... Здесь вот нет такого. Хотя там что в Кишиневе небольшой всего, только домик, который чудом сохранился. Есть еще и имение в доме, где он писал своих знаменитых цыган.
но место действительно совершенно потрясающее. Я уже не говорю о природе окружающей. Я понимаю, почему Пушкин решил пожить там, он прожил 2 месяца. Я бы с удовольствием хотя бы неделю там пожил. Настолько там душа отдыхает. Так вот, возвращаясь к тому, что кто же является носителем смысла жизни. Вы, наверное, теперь слышите по телевизору или читаете где-то такое понятие, как генетическое ядро нации. Вот что это такое? Давайте попытаемся разобраться. Если в целом сказать, вот это люди, которые являются носителями смысла жизни. Ну да, справедливость скажет, а собственно, что на Западе нет понятия справедливости, есть. Но даже без всякого наукообразного исследования, если спросить, а вот понятие справедливости на Западе и в России разное, многие не смогут четко выразить, тем не менее скажут, да, разные. А почему? Идея справедливости в России, она как бы неотмирная. Это некий идеал, к которому следует стремиться именно как идеал. А на Западе? А на Западе справедливо то, что получилось в развитии. Вот сейчас Запад очень хорошо, я имею в виду Европу, Евросоюз развился, там они что-то построили, комфортную жизнь, не знаю, как надолго это. Вот все, что достигнуто и освящено законом, это справедливо. Если ты выходишь за рамки этого закона, ты уже ведешь себя несправедливо. И там, вот в Кишиневе мне задавали вопрос, а почему в Европе вот все так аккуратно, подъезды чистенькие, двери там даже стеклянные, никто не бьет на остановках, как у нас. Вот в Питере после перестройки появилось стеклянное ограждение. Ну, вы, наверное, видели, я вижу, вот школьники, вот что у них такое? Смотришь, раз, стекло дорогое разбито. Посмотрите, как в метро. Все исчеркано там, то ли металлом, то ли чем. Почему? В чем здесь дело? Я хотел лекцию начать с известным утверждением, что, конечно, глобализация – процесс объективный, после того, как еще и наш президент Путин об этом сказал, но концепция управления этим процессом глобализации у нас объективная. И не правы ни глобалисты, ни антиглобалисты. Вот нас не устраивает, в принципе, концепция, до которой идет глобализация. А что это за концепция? Она расписана очень подробно в Библии. Если теперь подойти с точки зрения культуры, то культура вторична от концепции. Если вы начнете исследовать эту проблему, вы обнаружите, что мы живем в библейской культуре. И вот эта духовная составляющая, которая тянется издалека, из прошлого, когда еще никакого христианства здесь не было, вот эта духовная составляющая жива. И если говорить просто, Запад принял библейскую концепцию, как правило, жизни. А вот русские, когда я говорю русские, это все национальности вместе, не приняли, хотя и не осознают этого. И это начинается, как угодно вы воспитываете детей, а вот подойдет время, и начнется то, что возраст, особенно такой, как говорят, сложный возраст, вот, начнется то, что вы никак не предусмотрите. И никто не может понять. Но это говорит неприятие библейской культуры, но на бессознательных принципах. Вот включается эта духовная составляющая. Так вот, а кто входит в генетическое ядро нации? Многие думают, ну и по выступлениям, я вот слышал этот термин часто, как Кургинян, мы не дадим разрушить генетическое там ядро нации. И либералы говорят о генетическом ядре нации. Но
Это не значит, что туда входят какие-то очень известные, высокопоставленные люди из элиты. И понятие «русский» прилагательно не просто так. Ведь Пушкин-то имел своих родовых эгрегоров кровь, если по крови африканскую, русскую, но никто не сделал столько для развития русского языка, как Пушкин. И вот попытались два столпа покачать либералы, я имею в виду язык, уж как поизгалялись они за эти 25 лет, ничего не получилось. Попытались покачать второй столб идеи справедливости, тоже ничего не получилось. Посмотрите, все партии так или иначе начинают включать свои программы вот, за справедливость, за устройство. Только что они, какой смысл в это вкладывают? Так вот, Достоевский, как мне кажется, выразил очень точно, у него бывает так, вот эту идею мерила народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным, о чем он воздыхает. Я далеко не с полным благоговением отношусь к Достоевскому, хотя перечитал в свое время все его. И вот здесь кто-то выступал, один из выступающих, я уже не помню, говорил вот о Достоевском. Вы имеете в виду, что Запад принял Достоевского всего на ура? Ведь надо найти ответ, почему. Если бы Федор Иванович описал, как топор Раскольникова повис над головой не бедной старушки-процентщицы, а семейства Рокфеллеров или Ротшильдов, никогда бы он не был известен на Западе. Задумайтесь над этим. Ну а вот эти идеалы, в том числе и справедливости, в каждую, конечно, историческую эпоху, они располагаются между объективным вектором цели и потенциальным вектором цели. Иногда они какую-то историческую эпоху полностью вытесняются в потенциальный вектор цели. И если живо генетическое ядро нации, то рано или поздно вот ядерная суть, она проявится. Поэтому я лично и мои товарищи, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Немного приходится ездить по миру. И вот в апреле я был в Брунее на очень большой международной конференции, где были все страны Юго-Восточной Азии, но были, как всегда, американцы, были австралийцы, канадцы. А Китай был представлен континентальным Китаем, был представлен тайваньцами и гонконгцами. Так вот, после того, как я раздал текст своего выступления, ко мне стали подходить прежде всего тайваньцы и вдруг предъявили претензии. А вы знаете, вы, русские, несете большую вину перед всемирным обществом. За что? Вы вначале дали миру выбор в 1917 году, а потом, разрушив Советский Союз, этот выбор отняли. И вам еще, он пальцем погрозил, придется нести ответственность за это. Позвольте, а Китай, Китай это, он никогда не претендует, я это говорю, он ответственно на то, чтобы нести идею. Хорошо, я заканчиваю. Я понял. Ну, здесь для меня Виктор Алексеевич говорил уже о типах своей психики. Я несколько слов хотел бы сказать тоже об этом же, что в принципе человек это прежде всего воля, есть воля, есть человек, но если одна воля без религиозности и совести, то это не человек, а демон.
А в основном же в мире сейчас крутой атеизм, потому что на Востоке просто нет понятия. А в культуре, которая доминирует в целом в обществе, то человечный тип строя психики – это внесистемный фактор. Поэтому не случайно такие люди, как Иисус, Мухаммад и многие праведники жили недолго. Человечеству еще предстоит только создать такую культуру, в которой бы человечный тип строя психики был нормой. И пока такой культуры нет нигде, ни в России, ни на Востоке, ни на Западе, у нас будут проблемы, которые нам еще придется много поработать. Я закончу в общем. Вы все, наверное, читали «Час быка» Ивана Ефремова. Мое поколение воспитывалось на его вещах. И в «Часе быка» он высказал одну очень интересную мысль. Он сказал, что вот человечество, то есть для тех, кто в этом романе живут, для них это далекое прошлое. Человечество смогло очистить ноосферу, он про Библию говорил, от зла, мерзости, зависти и прочего. Нам еще предстоит чистить ноосферу. Это очень трудная работа, но ее предстоит делать. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Единственное, что я хотел сказать, что в материальном часто выдвигаются новые концепции, и материальные памятники культуры в ней тоже будут. Вот здесь две книжки, как вы видите, «Второе пришествие» и «Род пророка». А эта звезда не стала бы светить. Есть такая одна актриса, женщина необыкновенная, живет в Сочи, пишет такие вещи, где элементы новой концепции она грамотно проводит. Если кого-то заинтересует, то я рекомендую очень в доступной форме то, что, конечно, в учебниках сложно излагается. Пожалуйста, вопрос. Вопросы есть к докладчику? Так, спасибо. Тогда Дмитрий Алексеевич вручает сертификат.